Здравствуйте, дорогие друзья! Я решила полить свои орхидейки, как старые, так и новые. Сегодня я хочу полить орхидейки с добавлением препарата HB101. У меня есть такая емкость. В ней 500 миллилитров, из которой я поливаю свои орхидейки с таким носиком. Это очень удобно, чтобы не залить орхидейки, чтобы вода равномерно распределилась по горшочку. Сейчас я налью сюда водичку. И капну HB101. Это стимулятор роста, антистресс. Одну капельку. Так, капнули. Теперь нужно перемешать. По инструкции необходимо на литр добавить 2 капельки препарата. Этот препарат обладает оздоравливающими свойствами. Он активирует иммунитет. Этот препарат состоит из природных составляющих. Этот препарат не вреден ни для человека, ни для растений, ни для животных. А состоит он из вытяжки гималайского кедра, подорожника, кипариса, сосны. Я недавно использую этот препарат. Посмотрим, как он действует на растения. Говорится, что даже можно не использовать другие удобрения, а достаточно этого. И идем поливать наши орхидейки. Сейчас дали отопление, и грунт у орхидей пересыхает очень быстро, так что я стараюсь почаще поливать орхидейки, опрыскивать их при возможности. Даже я стараюсь каждый день хотя бы немножко подлить водички. А этим препаратом я его использую раз в неделю. Добавляю в полив. Можно также опрыскивать по листу этим препаратом. Сейчас я полью орхидейки с витаминками, с вкусняшками. Так, дальше. Видите, как удобно. В любой уголочек можно залезть. И не нужно доставать орхидеи. А из бутылки я бы сейчас уже налила на подоконник. И вот на расстоянии я сейчас буду метиться. Так.
Видите, попала. И никуда мимо не налила. Очень удобно. Советую вам приобрести такое удобное приспособление для орхидей. Так, еще нужно, кончилось, долить водички и HB101. Посмотрите, какая у меня есть орхидейка. Это, кстати, моя первая азиатская орхидея и первая бабочка. Это орхидея Black Piano. Смотрите, какие у нее рога. Корешочки прям кверху растут. Так интересно. Я ее посадила, пересадила в закрытую посадку. Что-то она у меня медленно растет. Вот как раз этим препаратом простимулирую, может, будет лучше расти. Корешочки хорошо растит, а листочки только один листик вырастила и все, замерла. Зато вон какие шикарные корни нарастила. Немножко и в точку роста попала водичкой, сразу протру. Не буду рисковать. Так. Еще немножко с другой стороны польем. Видите, она любит, конечно. Я ей при посадке оставила ее родной мох, добавила на дно кокосовое волокно. Далее я насыпала мелкую кору, перемешку с мхом, и сверху еще мох обложила мхом. Так, полили. На дне водичка. У меня есть еще одна малышка. Кажется, что это деточка, но это орхидея из взрослой орхидеи. Такая получилась. Я купила ее у женщины совершенно без корней. Вот она у меня стояла на наращивании корней. Потом я ее пересадила уже в другую посадку. Тоже также на дно кокосовое волокно. И далее мелкая кора. Видите, какие хорошие корешочки. Сверху мох. Тоже простимулируем ее, может, лучше будет расти. Как бывает, из взрослой орхидеи стала размером с деточку. Заново начала свой рост. Так что орхидеи могут быть бессмертными. Возрождаться и возрождаться заново при правильном уходе. Так, полили. И ставим на место. Смотрите, хочу показать вам. Мох сверху пересох, а орхидея вроде как корни у нее влажные. Так что я совсем немножко полью сверху, увлажню мох. Слегка так, раз, раз, раз. Видите, орхидея начала наклоняться. Я ей для опоры пробочки подложила. Не люблю, когда орхидейки растут криво.
Хочу, чтобы они у меня стояли ровненько и красиво. Следующую достала орхидейку. Ее уже можно поливать. Видите, какие хорошие корешочки. Это розовый биглип. Так, крупные цветочки. Тоже, видите, пробочку подложила для опоры, чтобы не наклонялась. Шикарный листик она у меня уже дома вырастила. И корешочки растит. Когда я не забываю, подписываю горшочки. Сейчас немножко тоже водички полью. А здесь немножко влажные корни. Так. Хочу купить лампу для съемок, а то солнце редко бывает. Наверное, видео получаются темные. Стараюсь около ламп снимать. Как вам освещение? Наверное, нужно купить лампу, да? Для зимы особенно. Когда вечно темное небо. Полили. Ставим на место. Заодно протру полочку, пока всех достала. И можно ставить орхидейки на место. Политые. Сейчас с этой стороны уберу все, протру. А это орхидейка Сеншен, парфюмерная фабрика. Смотрите, какие у нее пятнистые листики. Вот эти два верхних листочка выросли уже дома. По сравнению с магазинными. У магазинных как-то мало пятнышек. А у домашних вон как много. Красоточка моя. Жду не дождусь, когда она зацветет. У меня, кстати, с корешочками все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Я ее и опрыскиваю, и даже под душем купала. Тьфу-тьфу-тьфу. Все хорошо у нас. Как вы знаете, парфюмерные фабрики такие привереды. С ними надо быть поаккуратнее. Так что я обязательно протираю точку роста. После опрыскиваний, после душевания. Я, кстати, показывала вам эту орхидейку. Это орхидея Baby Face. Или Сильвия, точно не знаю. И у нее в пазухе растет цветоносик. Сейчас не очень видно. Так, это корешочек. Ну, короче, поверьте мне на слово. Я вам уже показывала, кто видел. И вот, посмотрите. На цветоносе проснулось боковое ответвление. Этот цветоносик растет еще быстрее, чем из пазухи. В пазухе до сих пор такая маленькая точечка. А здесь уже вон какой большой вырос. Как здорово. И вот эту почку, мне тоже кажется, что она проснулась. Посмотрим. Так, ставим на место горшочки. Видите, я еще так на стену облокачиваю, чтобы еще лучше опора была, чтобы выравнивалась орхидейка. И последняя орхидейка, которую я не полила на этой полочке. А это, кстати, орхидея Мальвина.
Я их 2 купила в свое время. Наверное, весной. И они у меня обе были капризульки. От стресса сбросили корни обе. Цветы держали так, прилично. Потом я их обрезала. И сейчас я вам вторую покажу. Вот они, мои 2 красавицы. Слева обычная мальвина, стандартная. А справа мальвина с мутацией по цветению. У нее такой интересный окрас. Я вам добавлю фотографию на экран. Посмотрите. И вот с мутацией растет гораздо веселее. У нее и уже листики выросли 2. А у левой 1. И корешочки хорошо растут. А это мальвина тугодумка. У нее в горшочке пропавшие корешочки. Она немножко начала растить корни. Что-то их опять отсушила. Ну, пока стоит. Ждем. Я ее не дергаю из посадки. Не ставлю пока на наращивание корней. А то для орхидеи это стресс все-таки. Когда уже крайний случай, тогда я ставлю. А так пока жду. Возможно, она все-таки разбудит свои корешочки. Хочу еще живой мох купить, попробовать обложить. Может, лучше начнет расти. Вот видите, плохие корешочки. Вот они, мои привереды. Цветонос я до конца не срезала, в надежде, что они пробудят свои почечки. Они проснувшиеся, но что-то замерли. И у этой тоже. Ждем. Ставим орхидейки на место под лампы. Вот она, моя нижняя полочка стеллажа. Это орхидея Хазард. Ее я уже давно купила. Она у меня стоит на наращивании корней. И очень удачно и активно растит корешочки. Вот активные растущие корешочки. Листики вот она 2 у меня вырастила дома. Нижние отсушила. Умничка, хорошо растет. Я ее уже полила, ставим на место. Полила я орхидейки на нижней полочке. И сейчас хочу их опрыскать из пульверизатора обычной водичкой. Желательно кипяченой. Так, немножко времени пройдет, и я им всем протру точку роста салфеточкой.
Сегодня у нас спа-процедуры. Показала вам немножко своих орхидеек. Надеюсь, вам со мной было не скучно. Пишите свои комментарии, как вы ухаживаете за своими орхидеями. Все, друзья, желаю вам мира, добра, всего самого наилучшего, здоровья. До скорой встречи. Пока-пока.